И у нас тут идет снег, но я уже включила лето, так что снег должен будет растаять. Мы уже сразу голодные. Семёна, кажется, можно убрать из семьи просто вот этой кнопкой. Все, нет Семёна, и даже не надо его убивать, и ничего с ним такого плохого делать. А мы, собственно, все, мы одинокий тоддлер на участке. Получен навык передвижения, отлично. Младенцев и малышей нельзя оставлять одних дома. Хотите нанять няню за 60 и дополнительно 10 в час. Их также можно совершенно бесплатно отправить в детский сад. Но в детский сад мы не будем отправляться. Игра пришлет нам няню. Ну да ладно, бог с ней, пусть пришлет. Интересно, как у нас будет работать няня, если у нас нет денег? Блин, а потом, если деньги появятся, то няня будет отнимать у нас деньги? Ну что ж, мы голодные, наш участок вон какой большой, классный. Погода должна наладиться, мы же не будем тут, так сказать, в зиме тусить. Получен навык воображения. Ну, на заснеженные грибы мы тыкать не можем. Просто меня зовут няня Турей. Приятно познакомиться. Я вам подойду во всем параметрам. Я могу играть, готовить и учить. К тому же совершенно не против менять подгузники и играть по мере необходимости. Давайте повеселимся. Мы сейчас умрем с голоду, просто даже не начиная ничего. Смотрите, при помощи клавиши М мы можем отправиться на другой участок. И чтобы не умереть с голоду в первый же день, предлагаю нам отправиться. Вообще весь мир у наших ног, мы тоддлер без денег, но ничего страшного. Я думаю, что вот есть прекрасные места, где мы сможем найти еду. Где же, как не в Сан-Секвойи, для тоддлера самое лучшее место. Значит, выберет все компании. Ну, возьмем нашу няню. Да вот же, хоть кто-нибудь. Не могут путешествовать без подростка, взрослого или пожилого персонажа семьи. Да вот мы же выбрали. Почему мы не можем поехать куда-то? Я делала ставку на то, что мы сможем. Мы не можем никуда поехать. Мы не можем никуда поехать, к сожалению. Не знаю почему, потому что я видела на Ютубе видео, и там народ ехал, а мы нет. Вообще никуда не можем. Я же выбираю, вот. Нет. Ладно. Хорошо. Давайте пнем няню. Я не знаю, зачем нам ее пинать. Дай нам еды. Снег не проходит, еды нету. Сейчас, мне кажется, я провалю этот челлендж в первые же 5 минут. Так, у нас новая особая черта агрессия. Ведет себя более агрессивно, чем другие малыши. Чаепитие вот по-новому. Так, а что нам делать? Снег почему-то не заканчивается. Предметов тут никаких нет. О, играть. О, мы нашли что-то. Мы нашли куст базилика и можем с ним играть. Так, отлично. Идем играть. Нет, туда не иди. Иди играй с кустом базилика. И не умри по дороге. Мы идем к кусту базилика. Давай, давай, маленькая Флора. Куст базилика спасет тебя от голода. Давай. Стемнело. Кажется, мы умрем. Тем временем фитнес-фестиваль наступил. Почти дошли до одного куста, но не получилось. Идем к другому кусту. Так, мы получили навык мышления. Лучше бы мы получили какие-нибудь растения. Почта доставлена. Щита. Слушайте, мы выпили какой-то сок и выжили. Просто в этом челлендже очень важно то, на каком участке ты поселился. Потому что у нас еще и снег, и вообще отстой. Зато у нас в багаже появилось молоко. Оно стоит 0, к сожалению, жаль. Побежали к другому кусту. Мы сейчас испачкаем подгузники. Я была уверена, что мы сможем куда-то отправиться с участка. Но почему не можем, конечно, плохо дело, плохо дело. Тут что-то есть, хоть что-нибудь. День первый. Выживание тоддлера одного на участке. Так, мы нашли тут вот эту вот штуку. И можем подумать, что это. Может быть, нас кто-нибудь накормит, если мы будем здесь тусоваться. Ну-ка. Кстати говоря, цель челленджа — это довести тоддлера до всех навыков. Еда. Есть испорченный салат. Черт, этот мужик ест салат и не делится. Или делится. Ставь салат, ты. Положи на
стой. Он забрал свой салат. Может, пнем его? Его пнули, но салата нам не отдал. Так, жизнь у нас тяжелая, у нас тяга к веселью и изнеможение. Но мы пока еще самостоятельные и независимые, гуляем сами по себе и все делаем без посторонней помощи. Наша няня вообще вон там где-то непонятно где. Тут круг из грибов, но он нам вообще не помогает. Как жить-то, боже мой. Хорошо, праздник. Младенцы не могут путешествовать без подруг. Ого, смотрите, мы спим, как будто нас засыпало снегом. На самом деле мы спим в камне, ну ладно, хорошо. Давайте посмотрим, что нам может помочь выжить вообще в этой жизни. Может быть, есть предметы, которые мы можем купить за 0 денег? Нет. Так, за 0 денег можно купить почтовый ящик. А продать почтовый ящик можно? Продать почтовый ящик тоже 0 денег. Хорошо, а сколько стоят стены? Платформа не стоит нисколько. Что-то непонятное. Перегородки тоже стоят денег. А вот инструменты ландшафта не стоят денег. Кажется, песок остается нашим единственным способом спастись. Но я не хотела использовать песок. Кто бы подумал, что все стоит денег, слушайте. Вообще безобразие. Не хочу использовать песок, это уныние. Мусор! Ну-ка. Мусор должен нам помочь с вами. Мы о нем думаем, но мы, к сожалению, не можем с ним ничего сделать. Наше с вами выживание пока что не очень удается. Бывает. Это у нас, короче, маленькая фея, которая потерялась, будем считать, в фейском городе одна. Ты спит рядом с мусоркой. Я вообще не знаю. У нас все сложно. У нас полно тут. Ну-ка, подождите. Открыть. Да. Ура! У нас получилось куда-то поехать. Да! Вот теперь мы точно выживем. Вот теперь мы выживем. Выжить на одном участке вообще абсолютно невозможно. Ну, в смысле, возможно, конечно, если насыпать песка. Потому что в песке Тоддлер может искать ракушки, но я решила не использовать это. А вот теперь мы с вами просто вообще в шоколаде. Нужно было просто удалить всех знакомых. Все, давайте поедем туда, где мы сможем выжить наконец-то. В Сан-Секвою самое лучшее место, где могут выжить эти малыши, это в общественный центр. Все. Вот где мы точно с вами выживем, это в общественном центре. Короче, чтобы куда-то переместиться малышу одному, нужно убрать всех его знакомых персонажей из этого самого. И теперь мы с вами выживем. Ура! Тут у нас есть все, что нужно для счастья, а именно горшок. Сходить на него. Давай. Вперед на горшок. Ну все, мир, берегись, мы тебя покорим. Вот, жизнь стала гораздо лучше. Мы пару дней, конечно, поспали в мусоре на полу, но теперь все. Теперь мы вообще выживем. В общем, нам нужно что с вами? Нам нужно прокачать Тоддлера полностью и тогда повзрослеть. Да? Хорошо, что мы самостоятельные и можем ходить на горшок сами. Жалко, мы не можем горшок положить в багаж. Так, ну мы устали, это ничего. А у нас получен навык пользования горшком. Научив малыша пользоваться горшком, вы навсегда забудете про грязные подгузники. Шикарно. У нас и правда уже грязные подгузники, хотя у нас единственное, что в порядке, это наш гигиена. Что ж, мы неплохо тут спим. С горшком у нас не все сложилось, но ничего. Мы сейчас все порешаем. Давайте еще разок сходим на горшок. Мы справились с горшком. Все замечательно, вообще просто отлично. Так, мы все еще недовольны, но это уже не такая степень недовольства. Посмотрите, что тут у нас. Тут еда же была. Только не испортись, еда отлично. За 6 часов мы успеем дойти. Мы идем с вами есть. Что хорошо в общественных центрах, то здесь всегда кто-то что-то готовит. Ну, стала жизнь лучше. Мы поели. Наша первая еда это осада. Новая особая черта привередливая в еде. Не та черта, которая ей поможет. Давайте пойдем дремать где-нибудь тут. Давай вперед. Не дошли. Ну ладно. Смотрите, здесь и книжки есть. И
вообще все на свете. Спать на стуле, в принципе, не так плохо. То есть, как только мы с вами научились выезжать с участка, все стало вообще, мне кажется, сложность исчезла. Все свои потребности можно удовлетворить, мне кажется, просто на других участках без проблем. Особенно в Сан-Секвойи и в общественных центрах. Но самое нам главное — это научиться добывать деньги. Давай, играй с книжками. Играть с книжками можем и играть с игрушкой. Неважно, с какой-нибудь. И, собственно, то, на чем я надеялась зарабатывать, это когда Тоддлер играет с книжками. Книжка должна была остаться в его багаже. Но книжка не осталась в багаже. Может, какой-то баг. Ну что, наши потребности становятся лучше. Мы играем с пандой. И наш уровень навыка воображения. Мы хотим общаться. Давайте пообщаемся. Говорить с незнакомцем. Нам не хватает внимания, к сожалению. На игрушку тоже положила обратно, а? Пока что не работает ничего из того, что я надеялась будет работать. Ты освещаешь наш день, словно солнышко, незнакомец. Так, пообнимаемся с незнакомой женщиной. Прекрасно. Еда. Прекрасно. Взять порцию. Хорошо, что с едой вообще тут нет никаких проблем. Мы сможем поесть, а вот с вниманием что-то вообще сложно как-то. К сожалению, мы вообще ничего не можем положить в багаж. Это очень-очень неудобно. Идем. О, гном. Ну, наконец-то, слава богам, мы можем взять гнома и положить в багаж. Здесь кто-то болеет гноматитом. Какое счастье, а? Нам повезло. Наконец-то. Хоть что-то, хоть где-то. Где еще гномы? Кто этот чудо-персонаж с этой чудо-болезнью? Ну-ка. Нам бы еще гномов, слушайте. О, картины. Картины не можем забрать. Гном может принести нам 155 денег. Наши первые деньги. Наконец-то. Мы устроили истерику, потому что мы не высыпаемся просто катастрофически. Но, может быть, у нас нет телефона. Слушайте, а будет считаться, что мы жульничаем, если мы здесь поставим детскую кроватку, а? Мы просто катастрофически не высыпаемся, но как насчет того, чтобы здесь вот случайно оказалась детская кроватка? Я взломала систему. Смотрите, она здесь прекрасно вписывается. Мы отсюда ничего не можем забрать, но мы можем хотя бы вот так поступить. Не знаю, это нарушение это правило или нет. Ну-ка, спать. Итак, мы совершенно не жульничая купили кроватку на общественном участке и спим. Ну, как смогла, короче. Давайте быстро выспимся. Короче, отсутствие сна нас просто убивает. Мы такие капризные и несчастные. Мы сходили на горшок, кажется, во сне. Ну, бывает. Ладно бы доспали хотя бы до желтого. Не знаю, почему так медленно здесь прокачивается сон. Ну, хоть как-то. Вот с вниманием у нас как-то катастрофически плохо. Мы уже смогли заработать 157 миллионов, что очень круто, я считаю. Мы, значит, сможем что-то сделать у себя дома, на своем родном участке, и начать, так сказать, обживаться. Что с нашими навыками? Мышление немножечко прокачалось, передвижение качается. Быстренько побежали, обнимем медведя. У нас появились отношения с медведем и вот с этой женщиной. Наверное, их нужно скрыть, если мы хотим куда-то отправиться. Медведя нам тоже нужно будет забыть, потому что иначе вдруг мы без медведя... Нет, медведь навсегда в нашем сердце. Все в порядке. Давайте отправимся в библиотеку, может быть, там что-то... Я все надеюсь, что ребенок сможет красть книги, но он почему-то не крадет книги. Это жаль. Это жаль. Что тут есть? Тут есть листья. В них можно играть. Итак, только что мы узнали, что дети не могут собирать лягушек, а вообще ничего не могут собирать. Ура, листья. Вообще это очень миленько. Мы уснули. Я просто надеюсь, что если мы будем играть с растениями, то нам что-нибудь упадет в багаж. Но пока нет. Давайте вернемся, попробуем на домашний участок и посмотрим, что мы можем на наши 157 миллионов все прикупить хорошего. Надо ехать туда, где есть что-то, что мы можем положить в багаж. Кроме гнома ничего не смогли положить в багаж. Тут идет дождь. Давайте поговорим с нашей няней. Няня сняла с нас денег. О, господи.
Я вот что подумала. О нет, этот мусорный бак слишком дорогой. Могли бы зарабатывать на мусоре. Дурацкая няня сняла с нас последние деньги, слушайте. Это вообще безобразие. Так мы хоть кровать бы купили. Ладно, мы можем купить самый дешманский горшок. Но если он самый дешманский, это не значит, что мы должны купить некрасивый горшок. Горшок хотя бы можно с собой носить, знаете ли. Но мы вряд ли сможем что-то делать из папье-маше, да? А что, даже надувная кроватка 200? Мы купили горшок, и это все, что мы смогли. А где нам еще это взять гномов? Ну и зачем мы сюда вернулись, спрашивается. Ой, няня с нами играет. Ну ладно, мы что там с нашими навыками? Смотрите, мы неплохо продвигаемся. Очень весело. Мы пока что ничего не нажили. Нам уже сколько дней вообще от роду. Мы нажили такой горшок под кустом. Ну это вообще никого не годится, я считаю. Мы нашли где-то наше молоко и выпили. Ну, решаем проблемы как можем. Так, ладно. Куда еще мы можем поехать, чтобы как-то улучшить нашу жизненную ситуацию? Давайте попробуем караоке-бар. Вдруг мы можем собирать снежные шары. Я, конечно, мало на это надеюсь. Но мало ли вдруг мы сможем. Ну вот, вдруг малыш может собирать снежные шары. Итак, ночь. Караоке-бар. Так, караоке-конкурс. Кажется, мы не можем участвовать в караоке-конкурсе, а вообще неплохой способ добыть денег. Мы же феи, будем считать, что, знаете, у нас еще маленькой феи есть способность перемещаться в этом мире волшебным образом. И она ей пользуется, когда может. Хоть бы кто-нибудь, не знаю, гноматитом заболел за ней. Уходи, женщина, мешаешь нам на горшок вообще садиться. Ну и будем считать, что раз она маленькая малышка, она плохо контролирует эти перемещения, поэтому она перемещается хаотично по миру непонятно куда. Но вообще-то у меня сейчас появилась идея, мы же феи. Вдруг мы можем использовать фейский домик. Или собирать фейскую пыльцу. Фейская пыльца стоит каких-нибудь денег вообще? Итак, перемещаемся дальше. Вдруг мы можем использовать какие-то фейские ништяки. Пока что нас мотает по миру как попало, но давайте попробуем переместиться куда-нибудь в мире фей. Может быть, мы все-таки сможем как-то что-то, не знаю. А гномы не могут нам, например, готовить. Итак, мы маленькая фея, мы прилетели. Давайте посмотрим, что мы можем тут делать. Где-то тут есть фейский домик. О, гном! И почему-то этого гнома мы не можем забрать в багаж. А жалко. Как жалко-то. Мы можем играть в воде, кстати. Это же какое-то фейское озеро. Вдруг оно нам как-нибудь восполнит что-нибудь. Ну-ка. Ну, как-то довольно миленько. Но мы в истерике, потому что мы не выспались. Так, ну, гигиену это не поднимает, но поднимает воображение. Ага. Так, я нашла фейский домик, но, к сожалению, он нам ничем не поможет. Идем вечеринка, но тоддлеров туда, к сожалению, не приглашают. У нас снова наша способность перемещаться включается, и мы отправляемся с вами на праздник пересечения миров. Мы какой-то просто у нас очень насыщенное тоддлерство. В общем, праздник еще не наступил, но через 4 часа мы как раз дойдем. И с деревом тоже тоддлер ничего не может сделать. Очень жалко. Не дошли, я же говорила, мы вышли заранее, чтобы хоть как-то дойти, когда он наступит. Тут есть еда, давайте отведаем еды. Что тут дают? Запеканку с тунцом, жареный сыр, чипсы. Давайте поедим запеканку с тунцом. Отдай нам шар, отдай шар. Мы недовольны. Этот мир сложный. Все время хочется в нем спать. Я вот согласна совершенно. Этот фестиваль для тоддлера полезен только едой. В лотерее смерти, кажется, поучаствовать не получится. Почему у всех есть этот куб, кроме нас, а? Возвращаемся в Сан-Секвою, чтобы нас там кто-нибудь помыл. Так, мы дошли. Теперь нам нужно пристать к кому-нибудь. Вот к этой Инге Поповой. И попросим ее нас помыть. Боже, мы только один день прожили. Какой насыщенный это был день. Так, здравствуй, женщина, помой нас, пожалуйста. Кажется, люди не хотят тебя мыть, если ты с ними не поговорил. Да-да-да, давай, не надо так смеяться, будто ты не хочешь нас мыть, давай. Отлично. Мы пристали к незнакомой женщине, она нас моет. Это великолепно.
Уходи, дед. Ну, или улетаю. Если честно, я думала, что мы как тоддлер уже начнем, так сказать, свой дом как-то обустраивать, но пока не получается. Пыльца фей. Смотрите, пыль из нас выпала. Пыль не стоит ничего. Пыль ничего не стоит, ее нельзя продать. Ну, это жалко. Мы с вами успели на горшок, как наш навык горшка. Наш навык горшка потихонечку подрастает. Так, поползли вниз. Поползли вниз. Побежали, побежали. И спим. Слушайте, ну мы наконец-то практически выспались. Вообще вот тут вот прям неплохо дело. Все остальное плохо, но ничего, мы сейчас улучшим ситуацию, я уверена. Давай, спи быстрее. О, кажется, все ушли с участка, мы наконец-то спим быстрее. Прекрасно, мы выспались. Боже мой, мы впервые в жизни выспались. Так, Флора еще совсем юная фея, ну и пока только учится справляться с эмоциями. Порой на нее накатывает приступы злости, и тогда рядом с ней может что-нибудь сломаться. Феи подросткового возраста и старше могут подсказать, как совладать с эмоциями и на время предотвратить подобные ситуации. А если Флора будет регулярно слушать советы старших фей, то научится справляться самостоятельно. Ой, что-то рядом с нами сломалось. Кажется, мы сломали душ своей эмоциональности. Быстрее бежим на горшок, а то не успеем, и все, и все. Ой-ой-ой-ой. Ой. Ничего себе, смотрите, мы сломали тут вообще все вокруг. Эх, если помогли забирать книги. Ну что, немножко поразвиваем нашу творческую сторону. Ну, смотрите-ка, у нас все неплохо, кроме внимания. Вот с вниманием у нас не очень. Все остальное прям у нас... Ну что, давайте дальше как-то исследовать мир и отправимся в Тоддлерс парк. Посмотрим, может быть, мы там сможем что-то прокачать побыстрее. Давайте пока поиграем в бассейне с шариками. Посмотрим, чем нам может нас порадовать этот замечательный детский парк. Ну, наша жизнь не так плоха, если не считать, что нам одиноко. О, женщина, пообщайся с нами. Флора, смотри, тебя зовут так же, как и нас. Подожди. Но если ты идешь готовить, тогда иди готовь. О, можем попросить ее почитать нам книгу. А где она возьмет книгу? Давай из тебя выпадут гномы. Пожалуйста. Марина на этой неделе зарабатывает с инвестиций, а мы вот ни хрена не зарабатываем. О нет, мы вернулись в нашу грустную обитель, и у нас отняли все деньги. Эти дурацкие няни под дождем, они отняли наши последние деньги. Это самое ужасное в нянях. Я поняла, почему их все ненавидят. На нашем родном участке очень грустно. Ой, зато у нас внимание, смотрите, улучшилось первый раз в жизни. А мы все равно его пнем. Ты забрал наши последние 25 миллионов. Давайте отправимся тогда в парк. Я думала, что мы сможем построить маленький уютный тоддлеровский домик. Но, кажется, если не использовать песок, то ничего не выйдет. Мы хотим на горшок. Это удачно, потому что у нас с собой горшок, а тут как раз вот самое место для горшка. Тут даже уютно. Ну все, давайте тут поспим в туалете, пока на улице дождь. Не на улице же нам спать, ну. Давайте вернемся обратно в наш прекрасный, в единственный в мире общественный центр. Так, ну надеюсь, тут кто-нибудь что-нибудь приготовил. Да, замечательно. А вот и наш второй дом. Давайте поспим пока что. Попробуем сегодня немножко прокачать мышление, потому что все уже довольно неплохо прокачано, передвижение вообще чуть-чуть осталось. А вот с мышлением у нас что-то не очень. Ну, мы можем смотреть на штуки и интересоваться, что это, но это не очень быстро прокачивает наше мышление. Пойдемте поговорим с усатой мужчиной. Ладно, усатый мужчина, нафиг его, давайте, может, вот кубики. Ладно, вернемся к усатому мужчине. Поговорим с усатым мужчиной в юбке. Жалко, мы не можем наблюдать за ним знакомцами почему-то. Раньше вроде могли. Ладно, придется просто смотреть на вещи и узнавать, что же это за вещь. Мы достигли 4 уровня навыка общения. Это отлично. Привет, какой-то непонятный мужик. Ну, хочешь в кухню поиграть? Нам доступны дидактические карточки с этим мужиком. Я не знаю, почему у нас с этим мужиком такие замечательные отношения, но он нам может немножечко помочь с нашим интеллектом. Так, мы выбрали не те карточки, у нас качается общение.
Во, обучать основным потребностям. Ты нас не тому учишь, мужик. Говорить мы уже и так нормально можем. Нас учат говорить, при этом внимания нам почему-то не хватает. Кажется, я ращу ребенка с дефицитом внимания. Мы хотим есть. Так, давайте пойдем поедим. Чем кормят нынче? Опять мясо. А феи вообще едят мясо? И с третьей попытки она таки поела. О, гном, гном, смотрите, гном снова появился. Ну-ка, забрали гнома. Прекрасно. Может, еще гномы появятся? Ну, наконец-то. Слушайте, совершенно случайно. Снова появился гном. 155 миллионов стоит гном вообще-то. В общем, гном — это инвестиция. Слушайте, а дети могут спать в палатках? И мы полностью прокачали уровень общения. Да, и пойдем спать. Мы опять выспались, и от нас будут ломаться предметы. Ранбургский день семьи — это прекрасно. Давайте на него и отправимся. И тут у нас еда. Смотрите-ка, еды в мире вообще завались. Что, будем запеканку с тунцом или, может быть, первую пиццу? Мы вообще такой самостоятельный тоддлер. Слушайте, самый самостоятельный тоддлер просто в мире вообще. Давайте попробуем взять порцию. Вдруг мы станем призрачным тоддлером. Не, мы не станем призрачным тоддлером. Призрачных тоддлеров не бывает. Общаемся с дрессировщиком Барон. Я думаю, что тренер Барон нас плохому не научит. Ура! Второй навык уровня мышления. Мы теперь можем изучать формы, играя в кубики и реже противоречить. Но нам некому противоречить, потому что мы свободны от всех условностей, таких как родители. Если кто-то спросит, кто научил нас жизни, то это был дрессировщик Барон. Побежали на горшок. Горшок выглядит не очень хорошо, но какой есть. Шикарный кадр, я считаю. На кладбище тут, кстати говоря, тоже мы ничего не можем. Свечи вот можем зажечь. Подумать о смерти можем пойти. Тоддлеру на кладбище делать нечего. Знаете, интересно, могут ли тоддлеры ловить бабочек? Лам-бабочка. Лам-бабочка есть, но тоддлеры не могут ловить бабочек. Жалко. На нашем участке по-прежнему идет дождь. И няня, что там было уведомление? Здравствуйте, как ваши дела? Так приятно вас снова увидеть. Вопрос. Снимутся ли с нас деньги, если мы их получим? Ладно, хочу попробовать продать гномоволка и, может быть, купить нам каких-то вещей. Так, у нас 155 миллионов снова. Давайте что-нибудь купим. Мы можем купить себе свои собственные игрушки. Можем кровать себе наконец купить на все деньги прям. Кстати, а как насчет палатки? Ну-ка. Нифига палатки. Мы можем купить сумку для еды всегда с собой, между прочим. Ладно, если мы купим еду, мы, конечно, не купим кровать. Что нам вообще важнее? С едой вообще-то проблем у нас особо нету. Слушайте, или мы можем начать строить свой собственный дом. Нет, мы не можем начать свой собственный дом. Ладно, давайте возьмем и купим сумку для еды всегда с собой. И у нас осталось 35 миллионов. Можем купить ночник лунный зайчик. Или мисс Мявочку. Давайте купим мисс Мявочку, потому что гулять так гулять. Ну, а что, по-вашему, вообще мог купить тоддлер на свои первые деньги, заработанные с гномов? Главное, что все это можем положить в свой багаж. И теперь мы можем есть, смотрите, хо-хо-хо-хо. И играть. Ну что ж, мы можем играть, мы можем есть, мы можем ходить в туалет. У нас есть все, что нужно для счастья. Все-таки хоть как-то мы смогли начать свое хозяйство. И эти вещи пригодятся нам не только сейчас, но и когда мы станем ребенком. То есть мы, опять-таки, думаем о будущем. Даже когда мы тоддлер, мы как бы готовимся к продолжению нашей жизни. И не тратим деньги на всякую ерунду. О боже, что-то наш нянь болеет, а гномов вокруг нее нет. Не знаю, что это за болезнь, когда гномов нет. Кажется, только в детстве сможем зарабатывать как человек. Зато у нас появилась наша первая игрушечная кошка. Гном! Какое счастье! Да, прекрасно. Ну, слава богу. Он занимается садоводством, и мы забираем его себе. Мы получили еще одного гнома. Прекрасно. Может быть, еще одного гнома?
Слушайте, от нянь очень много пользы, несмотря на то, что они отняли наши деньги, теперь они нам сделали гномов. Вообще бы могла бы еще парочку сделать. Что ж, гномоволк это очень кстати, это прекрасно. Я не знаю, как персонажи выживали до того, как наконец-то на участках стали появляться болезни с гномами. И мы достигли четвертого навыка воображения. Давайте попробуем успеть продать гнома-волка и купить, возможно, кровать. Поставим ее куда-нибудь под дерево, ну потому что, знаете ли, дождь и вот это вот все. Вот мы и потратили все наши деньги, кажется. И мы впервые за всю, значит, нашу тоддлеровскую жизнь можем поспать у себя на участке. Прикиньте, дождь закончился. Как наши с вами успехи? Смотрите, успехи у нас очень даже ничего. У нас единственное, что это мышление немножко подтянуть бы, но мы, думаю, скоро это сможем сделать. Так, быстренько идем спать. С этого момента у меня умерла камера, поэтому давайте закончим без нее, потому что осталось тут, собственно, чуть-чуть совсем. Дидактические карточки. Обучи нас, красная женщина в пятнах. И мы достигли третьего уровня навыка мышления. Флора теперь может с помощью взрослых изучать цифры по дидактическим карточкам и крепче спит ночью. Замечательные новости. Можем попробовать ходить на фестиваль, восход, закат, чего-то там. Может быть, там что-то будет прокачиваться быстрее, потому что иногда на фестивалях некоторые навыки качаются быстрее. Ну, посмотрим, чем нам может порадовать этот фестиваль. К сожалению, нам никто ничего не продаст. Бабочки мы тоже не можем себе забрать. Поучаствовать в стрельбе из лука мы не можем. То мы можем играть на площадке. Сейчас покажем нашу кошку женщине. Ну что, идемте играть на площадке, посмотрим. Мальчик уснул. Уи. Или умер там в горке. Ну, бывает. Детская площадка нас веселит, но вроде ничего прям так уж ультра круто не прокачивает. Мы просто лазим. Отлично, давайте вот тут где-нибудь в медузах сходим на горшок. Я думаю, еще пару походов на горшок, и мы его прокачаем. Можем теперь всем показывать нашу игрушку. Мы купили игрушку, чтобы ее всем показывать. Тут уже 3 няни. Здравствуйте, как же дела? Иннокентий и Флора теперь хорошие друзья. Здравствуйте, как ваши дела? У нас уже 3 няни. Но мы на них чихать хотели. Хотя, может, сказку почитаете? Давай, неси нас в кровать. Мне кажется, еще пару раз мы уйдем, вернемся с участка, у нас тут уже будет просто армия нянь. О, гном, гном! Это, к сожалению, какой-то дешевый гном, но гном. Ладно, хорошо бы они все заболели. Я думала, должно быть хотя бы 3 гнома. Почему все время по одному появляется? Мы теперь можем продать гнома. Мы можем купить кубики. Думаю, кубики это то, что нам нужно, собственно. Все, хватит спать, нам нужно идти мыться. Пока что давайте что-нибудь едим. Бутерброд с овощами и хумусом звучит восхитительно. Я бы сейчас вообще не отказалась. Помочь нас кто-нибудь, наконец-то. Тут вообще никого. Вот мужик есть какой-то. Найджел, помой нас. И мы прокачали наше передвижение. Мы молодцы. Найджел, ты послал нас. Мы уже все голодные, холодные. Никто нас не моет. Помой нас. Ну, пожалуйста. Ура! Ну, наконец, слава богу, всего со 100-500 попытки у нас получилось наконец-таки помыться. Может быть, все-таки горшок еще сегодня прокачаем? И да, мы прокачали горшок. Замечательно. Ну что ж, нам осталось с вами совсем немножечко. Потасовки не возбраняются. Нас победили. Астроловеды встречаются. Сток событий происходит. Но мы спим. Мы тут легко спим. И нам осталось буквально немножечко прокачать воображение и мышление, собственно. Мы едим бутерброд. У нас что, опять это фейская напасть? Нет, но нам хочется развлечений. Нам весело, нам бы лучше бы не башню строили, мы бы лучше бы форму изучали. Сложно жить на одних бутербродах, ну ладно. И нам с вами осталось буквально вот вообще вот фигню докачать. А что этой женщины что-то интересное с именем такое. Авычка Габриэлян.
Так, не отвлекайся, давай играть в куклы. Уходите все, вы мешаете нам играть в куклы. И мы снова играем в куклы, и мы сейчас с вами, мы все достигли 5-го уровня навыка воображения. Давай, обучай нас цифрам. А как только она прокачает нам мышление до 4, мы начнем ко всем приставать и спрашивать разные вещи. То есть нам останется буквально немножечко до того, чтобы все докачать. И Флора достигает 4-го уровня навыка мышления. Поздравляем. Теперь она может задавать вопрос «почему?». Полсотни вопросов, и мы закончим прокачку нашего Тоддера просто полностью. Такой, мы проголодались что-то. В общем, кавычка «человек хороший» помогла нам разобраться в этой жизни. Мы уже уверенной походкой идем к нашему сундуку с едой. Сейчас мы поедем домой. У нас там уже, наверное, будет 4 няни. Я не знаю, только у меня такой глюк эпический с этим кучей нянь. Или у всех. У нас опять дождь. Лучше бы остались спать там. Ну да ладно. Спать под дождем, конечно, не так весело. Няни пришли. У них хоть зонты есть, но я надеюсь, что под этим деревом нам не очень мокро. Но, наверное, вот смотрите, оно почти защищает нас от дождя. Все хорошо. Гном, гном, гном. У нас с вами гном аж за 280. Прекрасно. Но я уже даже не знаю, нужно ли нам что-то покупать. Я думаю, нам нужно приставать говорить про динозавров. Вообще не про динозавров, конечно, а спрашивать, почему. Например, почему она вся красная, в пятнах? Почему она домой не уходит? А вообще-то можно не только спрашивать, может быть, еще карточек? Так, ну давайте. Может быть, еще один вопросик, почему, и мы все прокачаем. И максимальный уровень навыка. Флора осваивает навык мышления, и мы все освоили. Давайте сейчас поспим и вырастем. Флора взрослеет. Выберите жизненную цель и черту характера, чтобы заменить черту независимая. Я думаю, заменить ее на любит природу. А жизненную цель давайте выберем крутая девчонка. Этот персонаж хочет стать круче всех на районе. Я не знаю, что это за жизненная цель, еще ни разу ни у кого не проходила. Вот как раз будет, собственно, повод. Ну и мы получили дополнительную черту характера. Идеальный малыш. Достигнут 5-й уровень всех навыков малыша. Вот такие мы крутые уже сейчас. Вот такая у нас Флора выросла. Посмотрим, как дальше будет складываться ее жизнь с кучей нянь. Надеюсь, мы их сможем прогнать. И посмотрим, сможет ли она и дальше выжить в качестве ребенка. Но это уже будет другое видео. Спасибо за просмотр и пока!